Итак, смута. Сколько скандалов, сколько говна вылилось на эту игру, а она ведь наша, русская. Зи, это Z, это победа, это Ви, своих, блядь, не бросаем! Z, блядь! Множественные дыры в геймплее, видимо, геймдизайнер перед тем, как делать эту игру, тоже по-русски тяпнул. Полное отсутствие оптимизации, и по словам полное я имею в виду не плохую оптимизацию, а действительно полное ее отсутствие. Смута это максимально... тут не пахнет оптимизацией вообще. Задержка не меняется. Вот еще раз смотрите графику, картинку просто. Это на довольно мощной системе, которая тянет Киберпанк на ультрах. Мне же довелось поиграть в смуту на средневысоких настройках. На большее мой компьютер практически за 100 тысяч рублей, видимо, по меркам смуты не может. Я уже молчу про невидимые текстуры и тем более про воду, в которой персонаж в некоторых моментах ходит как по обычной земле, дышит там. В общем, это какой-то отдельный мир. Но моя сегодняшняя задача, явно не раскритиковать смуту, а попытаться найти в ней хоть какие-то плюсы. Начать стоит с самого главного, вокруг чего строится вся игра, и это сюжет. Прошу прощения, но вы женщина? Нам предстоит играть за молодого русского, прямо скажем, богатыря. Его зовут Юрий Мирославский, который прямо-таки жаждет попасть на войну, а смыслом всей его жизни становится защита Отечества. Интересная вообще повесточка получается, учитывая вообще нынешнюю ситуацию в нашей стране, но это мы опустим. По ходу сюжета нашей задачей будет попасть в Москву, которая в период смутного времени была оккупирована польскими войсками. И все бы ничего, сюжет действительно интересный и задумка классная, но во время прохождения я почувствовал, как его начали растягивать. Растягивать искусственно, чем, кстати, и убили мой интерес к дальнейшему прохождению этой игры. Сколько бы я ни пытался найти плюсов в реализации сюжетной кампании, но все еще главным плюсом будет оставаться именно концепт самого сюжета, потому что реализация его, прямо скажем, хромает. В игре очень мало моментов, которые цепляют твое внимание. Вот, к примеру, я проходил игру всего 2 дня назад, а я уже не помню имена каких-то второстепенных персонажей. Помню только имя главного протагониста и князя Пожарского. И то потому, что я знаю историю за 7 класс. А вот сейчас начинается самое интересное – геймплей. Говорить, что это ужасно, это ничего не говорить. Все-таки нашей задачей найти именно плюсы в геймплейной составляющей и в целом в игре. Одним из таких плюсов будет насыщенность городов. Здесь студия действительно постаралась. Очень живо ощущаются локации, везде есть люди, которые о чем-то между собой говорят. Да и сами локации в целом очень проработанные и интересные. Если исключать факт скудного сюжета, по ним очень интересно гулять. Не считая, конечно, проблем с водой и невидимыми текстурами, которые преследуют эту игру просто постоянно. В общем, атмосферу того времени по локациям передать они, конечно же, смогли. Ну а теперь немного минусов. В игре, просто ужаснейшая боевка. Кстати говоря, маркетологи говорили, что эта боевка будет лучше, чем в Ведьмаке, а потом очень забавно слились, сказали, что на самом деле они имели в виду Ведьмак 2007 года, хотя и здесь я про боевочку бы тоже оспорил. Потому что у вас есть имбалансный пистолет, который ваншотит практически каждого вашего соперника, у вас практически бесконечный запас хитпоинтов, я ни разу за прохождение игры не умер. В общем, из плюсов боевки могу сказать только то, что она максимально лайтовая, даже на самом тяжелом уровне сложности вы ее будете проходить с чипсами и попкорном. В игре есть какие-то элементы прокачки, что-то типа перков, прокачивания оружия, но про это все нам не рассказывают. Отдельно хочу не отметить, а вот прям жирную точку поставить, и это диалоги, они просто ублюдские. Как можно было сделать настолько плохо интегрированную в игру озвучку? Прошу прощения, прекрасная пани. Я был поражен тем, как ловко вы управились с этими 2 разбойниками. Так вышло, что вы тут оказались. Say, what happened to Emmett? Род моей госпожи
Честно, когда я проходил эту игру, у меня было ощущение, что говорят где-то там вот за моей спиной, но никак не в игре. Из общения с персонажами ты толком ничего не можешь вычесть. Обычно как это в играх работает? Основную сюжетную линию ты знаешь, а в диалогах между персонажами ты узнаешь какие-то подробности, хотя бы о персонаже, за которого играешь, или о персонаже, с которым контактируешь. В диалогах в смуте о персонажах я узнаю толком ничего. В общем, с озвучкой и с диалогами, ну просто полнейший обсер, а их в игре на минуточку 8 часов. Баги с текстурками, огромное количество багов с водой, невидимые стены, которых быть не должно, отдельная фишка с багами с конем, который уходит в какие-то стены и появляется из ниоткуда. Технология Lumen, движок Unreal Engine, конечно, сделали свое дело, и игра выглядит действительно потрясающе. На максимальных настройках, ну я прям просто потек, особенно с локаций в лесу. За Unreal Engine было сделать красивую картинку, а за разработчиками оптимизировать ее для компьютеров, но этого они не сделали. Игра идет в 30 FPS с некими фризами, лагами и постоянной прогрузкой на высокоскоростных SSD. По итогу смута игра с действительно огромным, гигантским потенциалом, интереснейшим сеттингом и классной задумкой. Но на данный момент назвать ее полноценным AAA продуктом у меня язык не поворачивается. Очень надеюсь, что все проблемы релизной версии в скором времени будут решены, и мы получим готовую игру, хотя бы как на примере Киберпанка.